Right now we're in Donetsk, the capital of the Donetsk People's Republic, one of the two breakaway areas that broke away from Ukraine in 2014. And this is Bassey, the location of a tragedy, you could even say massacre, exactly 7 years ago today. Right here there was a bus, a city bus that was hit by Ukrainian fire. Now we're in the Leninsky district of Donetsk, where this morning a trolley bus, a automobile, and a rail car were hit by Ukrainian shelling. Море крови. Надо было прийти и посмотреть туда, что здесь делается. Посмотрите, люди, за что погибли. Посмотрите на машину. За что те люди пострадали? Посмотрите, что они делают с зданиями. Если им не человеческие жертвы ни к чему, тогда что можно говорить? Если они на это плюют, скажите правду. Здание мы отстроим. А сколько человек погибло? За что? За что, скажите, они делают эти вещи? Почему мы погибаем? За что? За кого? Мы хотим просто отдельно и все. Что же мы им сделали? Мы к ним не пришли. Мы их не брали. Мы им не угрожали. Не понимать народ. Now, today, as they do every year, the people and the residents of Donetsk come together and honor the memory of the lost. And so do the military to honor these people. And over here, there was a car even hit, a civilian car hit in this civilian area. And you can see this is a civilian area. You can see these stores, one of the many places that Ukraine fires on a sometimes daily basis. Over the last 7 years, so many people have been killed by Ukrainian fire. The people say they won't forget and they won't forgive. So we're going to see how this memorial service goes and bring you all the facts of what happens here on the ground in Donetsk in this coming time. As you know, things are getting very intensified between the rhetoric between the United States, Europe, and with Russia. We can only think and hope that nothing bad happens soon here to the people of Donetsk. Сказать, где мы находимся сейчас? Мы находимся на Бассе, где в 2015 году, 22 января, произошла трагедия. Были убиты люди, расстрелян троллейбус, в машине люди сгорели. Можно сказать, как вы чувствуете, это возможно Донецк будет контролировать Украина еще? Я думаю, что нет. Какое существовать после всего, что произошло? Я думаю, что нет уже. Ага. И как вы думали, что это местные люди Донецк хотят? Местные люди что хотят? Да. Местные люди хотят, наверное, присоединения к России, поэтому получают российские паспорта. Потому что если республика сама так по себе не выживет, значит, нужно просто к России присоединяться. А там уже как решат, это же не мы решаем. Ага. Спасибо большое. Следующей остановки не было. Второе утро пассажиры 17-го троллейбуса не знали, что это их последний маршрут, что двери троллейбуса закроются навсегда.
8:35 утра, обстрел, взрыв. 13 мирных дончан погибли, еще 17 получили ранения различной степени тяжести. К такому невозможно подготовиться, это нельзя забыть. 7-й год, собираясь 22 января здесь, у этого памятного знака, на месте гибели наших соотечественников, мы все задаемся одним и тем же вопросом: за что? И возлагая цветы, так хочется не сводок мне сейчас, а мирных новостей с телеэкрана. Как ты живешь, истерзанный Донбасс, 8-й уж год залечивая раны. Из горьких судеб крепко сплетена твоя кольчуга страшных лет военных. Здесь каждого затронула война, и эта память сквозь года. дорогие земляки, дончане, склоним наши головы и почтим память невинно убиенных мирных жителей Донецкой Народной Республики минутой молчания. Головные уборы снять! Головные уборы одеть! Приглашаем всех, кто пришел сегодня с цветами, возложить их к памятному знаку. Шагаем! Марш! And that's coming to an end, the memorial today for the 13 people that lost their lives. Something needs to happen to stop this war. These people can't keep dying. This isn't just something that happened 7 years ago. People are dying every month here from the attacks from Ukrainian territory.